User RT, не могли бы вы поделиться своим опытом в плане переноса сюжета и впечатления с малого этюда на большую картину, чтобы большой формат заиграл? Может, какой-то какой-либо пример из вашего творчества? Да нет особенных никаких переносов. Просто ты, владея инструментом видения пятнами, можешь окучить любого километража огород. Это сложнее. Маленькую работу писать легче, чем большую, потому что в большой ты же вниманием удерживаешь эти пятна, которые увеличились. Главное их удерживать. Но этот принцип видения пятнами не формы, не объекты. Хорошо, объект и тень от него в тоне, например, одинаковые. Ты же смотришь это как на единое пятно. А обычное видение другое. Просто красота, объекты, листочки, ветерок и все такое. Здесь нет. Потом очень важный момент – это количество поисковых этюдов в цвете. Вот почему мы сейчас на этом курсе так детально, щепетильно работаем над одним мотивом. Может, кому-то это не нравится, но те, кто хотят научиться и прийти к результату, они уже это чувствуют. На 4-м уроке, вот сегодня мне прислали уже большую работу. То есть 4 этапа человек прошел. 1 мотив пишется. Прекрасный результат. Значит, я делаю вывод, что скрупулезная работа имеет свои плоды. То есть сначала вы рисуете мотив, отрабатываете перспективу, чтобы все сошлось. Все нашлось. Композиционно нашлось. Поэтому рисунков может быть, 10, 8. Нашли самый выразительный. Потом работаете в черно-белом варианте, тон прорабатываете. Есть понимание, возникает понимание, как в тоне все пятна работают. Потом вы работаете уже над цветовым вариантом. Можете их делать несколько. И только потом, поняв, что вот это решение я буду развивать, делайте большую работу. Она может быть 50 на 70, а может быть 2 метра на 3 метра. Вы же уже проработали. Методика-то вам понятна. А 5-й урок в моем курсе новом посвящен творческим решениям. Выход за пределы привычного понимания вещей. Когда вы пишете только ощущения, только впечатление свое. И это может быть мощным толчком к тому, что, некой свободе, когда вы чувствуете, как рыба в воде, вы чувствуете, что из этого мотива, казалось бы, обычного, можно извлечь такое и столько, и что каждое решение имеет право на существование, что оно не хуже, не лучше, чем там другое. Вы просто выбираете наиболее вам интересное сегодня. Но это ничего не значит. Завтра вы напишите другое решение, не знаю, горизонтальная композиция, а потом вертикальная, и это тоже будет интересно. Кто еще не успел присоединиться к курсу, присоединяйтесь. До 31 числа мая до полуночи скидка работает. Включайтесь в команду, есть обратная связь, закрытые чаты, вы присылаете работы, вы видите мои ответы, все видят, кто хочет их показывать другим членам команды, и это очень помогает, потому что вы видите, как работают другие, и можно у кого-то поучиться. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот посмотрите, работа, например, 4 поисковых этюда было написано Маки Живерни. Решения вы видите разные. Моя задача была написать так, чтобы внести какую-то собственную изюминку в этот мотив, который писал Мане. И я понимал отлично, что это поля, где растут маки, и известные нам работы Мане, которые написаны здесь, в Живерни. Как написать, какие найти отношения между, например, маками и зелень, и зеленой травой? Такие, какие уже известны, какие использовал Мане, или что-то найти особенное. Вот моя была задача. И получилась работа для меня самого неожиданная.
Здесь нет прямого переноса сюжета и впечатления там, с малого этюда, как вы задаете вопрос, на большую картину. Прямого нет. Был поиск, найдено именно такой ход работы, такие взаимоотношения пятен, и я их выстраиваю на большой работе. Другой пример работы, которая недавно написана, «Водопад». Несколько поисковых этюдов, вы их видите. И прямо в холсте я начинал работать с форматом, с моделями, которые таким образом занимают такое положение, другое положение в холсте. Я изменял композицию сразу на метровом, там, 1,20 м холсте. И так несколько раз. Поэтому это движение в работе, оно меня греет, оно меня сильно побуждает, творить, что ли. Ты являешься участником движения. Холст живет, потому что все изменяется, все как будто бы перетекает из одного варианта в другой. Есть некое какое-то биение жизни, эссенция ее, которую ты улавливаешь и тут же ее реализуешь. Так что я призываю вас к экспериментам. Кто как переносит. Можно делать несколько маленьких этюдов, потом отрабатывать на большом. Можно прям сразу, если чувствуете силы, брать и переписывать бесконечно. Татьяна Битаева. Мазня. Я пишу аккуратно. Так пишите, ради Бога. А мне нравится мазня. Я аккуратно пись. Мне как-то не очень. Хотя есть прекрасные художники, я их очень уважаю. Мазня, да, я такой мазистый человек. Пройдитесь по коридору нашей клиники, по этажам погуляйте. Может быть, найдете, тех, кто вам интересен, где там. Кто-то уже на выписку давно вышел из этого санатория, из клиники, и пишут так, как хотят писать. Я пишу неаккуратно. И эта неаккуратность, например, я заразился ею, когда увидел картины Коровина. Неаккуратно. У Серова аккуратно, а у него нет. И меня прямо это сразило. Я почувствовал, как каждый мазок живет. Все находится в движении, о чем я говорю. Движение в живописи. Какая-то мозаичность. В Рубеле тоже. Посмотрите, какая красота. Не то, что, например, сирень его, да? Не то, что неаккуратно, а там даже углем абрис девушки, он вообще не прописан. Сирень и углем оставлен чистый белый холст. Он даже до этого не дошел, чтобы неаккуратно писать, а вообще не стал писать. В своих работах я как бы показываю, что это всего лишь краска. Это нереальный мир, мною переписанный и увиденный с точностью. А это краска на холсте. И каждый мазок в соседстве с другим имеет звучание. Возникает какая-то иллюзия, музыка красок, которые рядом друг с другом начинают заставлять бушевать все мое существо. Интересно, что когда я учился в академии, у меня тоже был аккуратный рисунок, аккуратная живопись. Может быть, все-таки я, конечно, любил Малявина, Архипова и Коровина, естественно, и стремился к неаккуратности. И через это стремление для меня это высшая похвала, что вы сейчас говорите «мазня», я пишу аккуратно, подразумеваю, что я неаккуратно. Эта неаккуратнопись, она очень для меня интересна. Вообще приветствуется, конечно. В среде художников, таких, которые любят Коровина, им даже объяснять не надо. У них глаза горят, когда они смотрят на такие картины. Они звучат. Аккуратные тоже звучат, я не знаю, Боттичелли возьмем, но другое. Другое звучание, другая тональность, другое звукоизвлечение. Друзья, напомню, что группа очень активно собирается в Прованс, где я проведу класс с 29 июня по 4 июля. Мы будем писать в удивительных местах. Посмотрите на сайте подробности, локации. И вас ждут совершенно удивительные, незабываемые дни
работы в этих местах, где творил Сезанн. И не забудьте, друзья, про лайки, комментарии пишите, вопросы задавайте, подписывайтесь уже на канал. Усилить. В принципе же здесь может быть такие тени, правда? Но главный цвет. Вот этот вот. Который видишь, тепло, холод. Тепло, холод. Здесь все Ну и все. тепло. Все, в принципе, достаточно для ощущения. Для передачи.